Дорогие россияне, это я, Алексей Сахарный, все еще ваш будущий президент, и по традиции я бы хотел поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Как всегда, я пью детское шампанское, потому что русский значит трезвый. Возможно, меня заканчивают после этого видео, возможно, обутылят, но скорее всего вы вообще увидите 2,5 анонимуса из моей партии красиво, кстати, вступайте, и отпишутся. Для людей, которые видят меня первый раз, я скажу, что я был таким до 24 февраля, и в принципе в моей позиции не особо что изменилось, кроме возросшей уверенности в своей правоте. Ну что сказать, год был залупа. Все мы думали, что уже прошли главного босса в виде пандемичных 20 и 21 годов, а оказалось, что нихуя. Еще не факт, что уходящий 2022 будет тяжелее следующего. Унылая пандемия без зомби и сработанные удаленки. Унылая Третья мировая, которой как бы есть и как бы нет. Что дальше? Ядерная унылая зима, где все дорого, холодно и непонятно, когда это закончится. Ах да, это уже. Ван Гога историки назовут 20-е годы 21 века великим унынием. Поэтому советую вам провести наступающий Новый год по принципу «ебись, веселись, отдыхай, еби гусей, дабы победить всеобщее уныние». Ну или хотя бы отметить эту новогоднюю ночь вот так. Многие в этом году, конечно же, были шокированы главным событием, оправдавшие многомесячные слухи. Анонсом новой версии Death Stranding от признанного гения Хидео Кодзимы. Что ж, с нетерпением ждем. А пока мы ждем, можно наблюдать или участвовать в охуительных событиях, которые происходят вокруг нас. Этот год показал, что отечественный метамодерн непобедим. Когда классический оркестр просит приехать выступить Maybe Baby. Или когда жарят поросят под аниме. Или когда цодеры и долбоебы с Reddit сталкиваются с реальностью и калибруются. Я понимаю, что еще далеко не все проебано на Святой Руси. Война — это, конечно, хуево, но это естественная и внезапно норма для человечества. Она всегда была грязным двигателем прогресса. Единственное отличие сейчас это в технологиях и возможном экстерминатусе всего глобуса. Ну, блядь, бывает. Этот год также вскрыл всю грязь, которая долго копилась на этой богом забытой планете. Кстати, даже не против ветра, а на свое собственное родное лицо удел соевых пориджей и CJV куколдов. Все мы видели тысячи примеров старой пословицы «Кто боится быть отпизженным, будет обоссан и отпизжен». Смело гоните их и насмехайтесь над ними. Топить войну против своей родины преступно и мерзко. Мы также не должны забывать о том, кто какую сторону выбрал, чтобы не было как после Второй мировой, когда всякие маленькие пидорастичные страны, которые могли гаять только из-под тишка, быстро сменили повесточку и перекинулись, как будто бы нихуя не было, прям как бывшая моего друга, когда он спалил ее с чужим хуем во рту. Вообще, США будет, походу, воевать с Россией до последнего хохла, поэтому мне даже немного жаль украинцев, которых используют. Тут притча о двух стульях. Либо съебаться, либо еще как-то оставаться в живых и сдаваться. Я, как и многие, потерял контакты со своими друзьями на Украине. Я очень надеюсь, что у них хватило ума свалить нахуй, несмотря на то, что они в конец ебанулись. Вообще, я помню 2014 год, и я помню, как кринжевал с того, что даже мои друзья-украинцы слали мне стихи про «не братья мы» и прочую хуету. Опять же, это их дело, вестись на это или нет. Все мы помним, что на Украине стало можно убивать русских 2 мая 2014 года. Тогда было много разговоров про европейские и в целом западные правовые институты. Но постойте, когда хоть раз нас нормально поддерживал западный мир? На нас издревле смотрели как на людей второго сорта. И я не совсем понимаю, зачем мы вообще играли и продолжаем играть по каким-то там выдуманным не нами правилам, когда наши глубоко опускаемые западные партнеры сами кладут на них свою кочерышку. В таких условиях работает старая добрая поговорка про доброе слово и револьвер. Вообще, все, что происходит сейчас, это последствия 1991 года. И впереди нас ждут еще новые конфликты. Развал СССР был трагедией. Гнойный тайник впоследствии наконец-то вскрылся. Это все очень печально. Но мы не можем изменить прошлое. Однако в наших силах сделать так, чтобы нашу страну не постигла печальная судьба Югославии, на обломках которой продолжают шмырить бедных сербов до сих пор. Я даже не знаю, мне кажется, что если этот конфликт покажется кому-то дороже жизни, через несколько лет его уже все забудут. Вы еще помните, что были люди, которые ходили в масках, были локдауны, и нельзя было выйти на улицу без QR-кода? Подводя итоги года, я хочу передать спасибо несуществующим организациям, особенно неофициальным. Официальным, ну, система есть система, вы и сами знаете. Также хочу поблагодарить разные несуществующие отряды и их ТГ-каналы. Ребят, вам вообще низкий поклон. Когда побеждаешь не благодаря, а вопреки.
корреспондентов, которые делали все, что в их силах, и порой получали за это пизделей, отечественных программистов, которые сделали правильный выбор, ребят с Украины на нашей стороне, которые рискуют жизнью, сидя в тылу врага, а также своих родственников и друзей, для которых это был даже не выбор, а естественный порыв. Ребята, я не знаю, когда вы это посмотрите, но вы крутые. В новом году, по традиции, я хочу пожелать вам, дорогие мои россияне, чтобы у вас все стояло и все было, чтобы вы были живы и здоровы, чтобы оставались людьми и радовались, несмотря ни на что. Под конец хочу процитировать классика на новый лад. Нахуй США и нахуй ваш Запад вместе с вашим послушным быдлом. Лучше я сдохну ебучим ноунеймом, чем прославлюсь и стану хохлом. С Новым годом, друзья! Враг будет разбит. Всем мир! Да выключи ты этот канал. Мы русские залезем на луну, нам пора, чтобы срать.